Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить яркий и сочный торт с желейным декором. Этот торт удивляет детей и взрослых, дарит яркие позитивные эмоции и море витаминов. Внутри у него мягкий ароматный бисквит и сочная цитрусовая начинка. А снаружи фрукты под слоем вкусного желе. Все секреты его приготовления смотрите в этом видео. Для коржей нам понадобится 90 грамм любой цельнозерновой муки. У меня это мука зеленой гречки, но можно использовать и другую. Я сразу соединяю сухие ингредиенты в сите. К муке добавляем 5 грамм разрыхлителя, это 1 чайная ложка с небольшой горкой. 5 яиц нужно разделить на белки и желтки. Чаша для взбивания белков должна быть обезжирена, и в нее не должно попасть ни грамма желтка. К желткам добавляем 10 грамм жидкого растительного масла, у меня арахисовое. 1 столовую ложку цедры грейпфрута или другого цитрусового на ваш вкус. И 20 грамм кипятка. Сразу тщательно размешиваем. К белкам добавляем полграмма ксантановой камеди. Это натуральный ингредиент, к которому я рекомендую присмотреться всем, кто готовит ПП-десерты. Он поможет стабилизировать белок в отсутствии сахара. И нам не понадобятся такие недешевые ингредиенты, как эритрит или сироп. Расход у камеди минимальный, как видите. Если у вас пока нет ксантановой камеди, замены пропишу в описании под видео. Добавляем подсластитель, 5 грамм лимонного сока и начинаем взбивать на средней скорости. Потом переключаем на высокую. Внимательно следите за белками, чтобы их не перевзбить. Во время взбивания вы можете увидеть, что за венчиком остается след, который уже не опадает. Останавливаем взбивание, проверяем. Видно, что белки неподвижны при повороте чаши. В этот момент нужно перестать взбивать, чтобы не перевзбить их. Небольшую порцию белка перекладываем к желткам и тщательно размешиваем. Здесь важно добиться однородности, чтобы не осталось жидких участков. Еще немного белка. Размешиваем. Снизу я подгребаю всю жидкую часть и размешиваю с белком. На небольшом количестве белка это сделать проще, чем потом на всей массе. Перекладываем желтковую смесь к белку. И размешиваем аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Когда белки взбиты, медлить уже не стоит. Все ингредиенты должны быть наготове, а духовка должна разогреваться. Порциями просеиваем сухие ингредиенты. И также аккуратно размешиваем каждую порцию. Правильно взбитые белки не опадают. Камедь помогает им сохранить объем при добавлении остальных ингредиентов. Получается пышное объемное тесто. Я выпекаю в кондитерском кольце диаметром 16 см. Кольцо просто стоит на антипригарном коврике. Такое тесто никуда не вытечет. Аккуратно перекладываем. Немного разравниваем. И отправляем в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 40 минут. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой, она должна выйти сухой. Когда бисквит почти остыл, проходимся ножом по бортику, чтобы легко его вынуть. Вот такой пышный получается этот корж. Упаковываем его в пищевую пленку и оставляем в холодильнике как минимум на 5 часов. Эта процедура помогает влаге внутри бисквита равномерно распределиться. Для начинки нам понадобится 10 грамм желатина. Замачиваем его в 60 граммах холодной воды и оставляем набухать по инструкции. Также нам понадобятся формы диаметром примерно 14 см. У меня таких форм не оказалось, поэтому я сделаю их из подручных материалов. Любую чашу или контейнер нужного диаметра я оборачиваю фольгой и плотно прижимаю края, формируя из них бортик. Снимаю фольгу, и форма для начинки готова. Таких нам понадобится 3 штуки. В каждую выкладываем внутрь слой пищевой пленки. Формы готовы, можно приступать к приготовлению начинки.
Нам понадобится 200 грамм чистой мякоти любого цитрусового. У меня это сегодня грейпфрут, между прочим, мой любимый фрукт. Он даст очень красивый цвет и прекрасный вкус с характерной горчинкой. Добавляем подсластитель и измельчаем эти ингредиенты до однородности с помощью блендера. Отправляем полученный сок на плиту, нагреваем, но не кипятим. Сразу в горячую массу добавляем набухший желатин и тщательно перемешиваем до растворения. Разливаем начинку в подготовленные формы, примерно по 90 грамм в каждую, и отправляем застывать в холодильник как минимум на 2 часа. Осталось приготовить крем. Для крема нам понадобится 800 грамм рикотты. Добавляем в нее 65 грамм сухого молока, 35 грамм какао-масла и подсластитель. Измельчаем все ингредиенты с помощью блендера до гладкости. Сухое молоко вместе с какао-маслом помогают нам создать крем на белом шоколаде. Но в данном креме можно использовать и кокосовое масло, и масло ги. Все варианты будут хороши по-своему. Получается вот такой гладкий, мягкий крем. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок. Я раскладываю сразу в 2 мешка. 510 грамм в один, эта часть пойдет внутрь торта, а все остальное во второй мешок, это пойдет на покрытие. Перед сборкой торта осталось нарезать корж. Срезаю неровную шапочку, нож держу строго горизонтально. Теперь этот большой бисквит нужно разрезать на 4 равных по толщине коржа. Разрезаю сначала напополам. Как всегда, сначала делаю тонкий надрез, а потом прорезаю все глубже и глубже. И каждую часть разрезаю еще пополам. Получились вот такие коржи. Мягкие, воздушные, эластичные и, что редкость для ПП-бисквитов, не сухие. Камедь в этом неплохой помощник. Приступаем к сборке торта. Кольцо диаметром 16 см стоит на подложке. Внутри проложена ацетатная лента. На дно капаем немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем первый корж. Пропитка здесь понадобится, так как крем довольно плотный, он не отдаст влагу коржу. В качестве пропитки я использую смесь сиропа цикория и воды. По 20 грамм пропитки на корж. Выкладываем небольшой слой крема, 130 грамм. Выравниваем лопаткой. На середину выкладываем грейпфрутовое желе. Бока заполняем кремом, это еще примерно 40 грамм. Выравниваем. Можно немного крема распределить сверху по начинке, так корж лучше с ней соединится. Выкладываем второй корж, прижимаем. И повторяем все те же действия еще 2 раза. Верхний корж тоже не забываем пропитать. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов. Перед декором торта нужно подготовить желе для фруктов. Нам понадобится 20 грамм желатина и 280 грамм холодной воды. Оставляем набухать по инструкции. А пока можно покрыть торт. Снимаем кольцо, ацетатную ленту и покрываем торт кремом сбоку и сверху. Выравниваем. На боковой поверхности торта фиксируем любые фрукты и ягоды, которые у вас есть. У меня это 4 вида цитрусовых: мандарин, лимон, лайм и красный апельсин. Фрукты нарезаем тонкими слайсами, но при этом они не должны просвечивать, чтобы декор получился ярким. Кусочки важно промокнуть салфеткой, прежде чем помещать на торт, чтобы не было избытка сока и фрукты не отклеились. Возможно, в вашей композиции будут еще листья мяты или какие-то безопасные цветы. Покрываем так весь торт.
Пустоты закрываю небольшими кусочками. Вот так красиво и ярко получилось. Оборачиваем торт ацетатной лентой, закрепляем ее скрепкой и фиксируем снаружи кондитерским кольцом с регулируемым диаметром. Если у вас нет такого кольца, то можно ограничиться и ацетатной лентой при условии, что она достаточно плотная. Убираем эту заготовку в холодильник. Когда желатин разбух, отправляем его на плиту и прогреваем до полного растворения. Добавляем 25 грамм сока лимона и подсластитель. Перемешиваем. Оставляем остывать до комнатной температуры. Также нам понадобится крем для герметизации, чтобы желе не вытекало. Не пренебрегайте этим шагом, не совершайте моих ошибок. Делается крем очень просто. Оставшийся крем от торта соединяем с небольшим количеством жидкого желе. Тщательно перемешиваем лопаткой. У меня осталось 100 грамм крема, и я добавила к нему 40 грамм желе. Пропорции могут немного отличаться, но желе в составе обязательно должно быть. Перекладываем пока полужидкий крем в кондитерский мешок и оставляем остывать при комнатной температуре. Прижимаем ацетатную ленту и форму вниз к подложке, чтобы там не оставалось отверстий. И покрываем стык формы и подложки кремом для герметизации. Крем должен быть уже не жидким, но при этом не застывшим. Примерная его температура 26-30 градусов Цельсия. Покрываем в несколько слоев, чтобы закрыть всякую возможность желе вытекать. Отправляем заготовку в холодильник на 1-2 часа. Когда крем для герметизации полностью застыл, а желе уже не теплое, заливаем желе по всему периметру торта. Удобнее всего, конечно, использовать какую-нибудь емкость с тонким носиком. И покрываем верх торта тоже тонким слоем желе. У меня получилась высота ровно по верхней краю ацетатной ленты, это 10 см. Переносим торт в холодильник еще на пару часов. Когда желе полностью застынет, снимаем слой крема для герметизации. Он, конечно, вполне съедобный. Снимаем кольцо. Протираем подложку салфеткой, чтобы убрать следы крема. И снимаем ацетатную ленту. Торт полностью готов. Вот такой сочный и яркий торт получается. Еще один способ получить яркий декор без искусственных красителей. Разрезать такой тортик лучше всего острым ножом и действовать смело. Вот такой аппетитный разрез. Грейпфрут дает очень красивый цвет начинки, и это очень вкусно. Нежный бисквитный тортик со сладким кремом на белом шоколаде, а внутри неповторимый сочный грейпфрут. И сами коржи супер ароматные за счет цедры грейпфрута в составе. Вместе это очень вкусно. Снаружи тонкий слой желе с лимонной кислинкой и красивые цитрусовые на любой вкус. Сочный, яркий, витаминный тортик – то, что нужно для бодрости и отличного настроения. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!